AI никаким образом не ускорит ваше изучение английского языка, он не сократит этот путь. Всем привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим про использование языковых моделей, или как еще их называют AI, в изучениях иностранных языков. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у меня есть Telegram и Instagram Kirells_English. Также, если вы хотите индивидуальные занятия со мной онлайн, вся информация есть в описании под этим видео. Если вы откроете YouTube и пролистаете, напишите изучение английского языка и посмотрите заголовки к многим видео на русском языке или на английском языке или на японском языке, неважно, то вы заметите тенденцию. Очень много видео, у которых громкие заголовки. На YouTube заголовок должен быть громкий, иначе на него просто никто не кликнет. Пролистав, посмотрев несколько заголовков, вы можете сделать вывод, что если вы в своем изучении не используете AI, то вы какая-то чилийская лохушка. То есть вы не пользуетесь технологиями. Соответственно, английский язык вы будете учить очень долго и нудно. То есть как бы прослеживается такой тезис. Использование AI в изучении языков, или английского языка в частности, ускорит ваш процесс изучения этого языка или овладения этим языком. В сегодняшнем видео я попытаюсь вам объяснить, почему это не так, и что если вы не используете AI для изучения английского языка, в этом нет ничего постыдного и зазорного на основе эмпирических наблюдений и исследований, а также теории педагогики. Для успешного преподавания и изучения английского языка, в частности, нам необходимы следующие компоненты. Изучение языка должно в себя включать общение или коммуникацию с людьми, с живым человеком, не с роботом. Это то, как человек учится. Если вы следите за моим, так сказать, творчеством в Телеграме и в Инстаграме, я в последнее время стал выкладывать очень много stories, которые нам говорят о том, что детям в школе не нужна вся эта техника. Особенно если ребенок только пошел в школу. До 12 лет нам нужна ручка, бумажный учебник, живой человек и как можно меньше экранного времени, так называемого screen time. Все дело в том, что наш мозг как был аналоговым, analog, в отличие от digital, цифрового, так он аналоговым и остался. Несмотря на то, что время летит у нас незаметно с толстяком, новые технологии появляются каждый день сейчас, мозг человека не может учиться тупо смотря в экран, кликая, нажимая какие-то кнопки. Особенно детский мозг. Если взрослый мозг что-то там умеет раздуплить, мы умеем учиться только от наших сверстников, от наших родителей, от учителей, которые могут нам помочь и сказать, подсказать, куда идти. Соответственно, нам нужен живой человек, которого можно пощупать, потрогать и послать куда подальше, если он нам не понравился. Также очень важен контекст. Язык — это вещь контекстуальная. Вне контекста языка не существует. Когда мы говорим с человеком, здороваемся с утра, утро — это контекст, работа — это контекст, все наши мысли — это всегда контекст. AI, к сожалению, не понимает, что такое контекст, а если и понимает, то использует паттерны, которые в него были вложены, или все, что он нашел в интернете. Ну и, конечно, третий, самый важный элемент — это практика, которую делаете вы, человек, который изучает английский язык, а не AI это делает за вас. И заставлять практиковаться он, к сожалению, вас не может, в отличие от живого человека. То есть это три основные компонента. Наука не продвинулась вперед и не может заменить какой-то из этих трех компонентов. Изучение иностранного языка любого — это марафон, а не спринт. То есть сделать из этого процесса спринт AI не в силах. Нам понадобится какая-то волшебная палочка. Многочисленные исследования по овладению иностранных языков показывают, что нам нужны многие сотни, а то и тысячи часов, которые мы проводим за изучением теоретического материала, еще больше часов практики. То есть каким образом AI нам сократит, уберет эти часы, непонятно. Сейчас расскажу самую важную вещь. Вот если вы ее поймете, вот эти все заголовки громкие, вы можете сквозь них смотреть, а там уже смотреть видео, это будет на ваше усмотрение. Но чтобы вы, как говорится, не велись на маркетинг и громкие слова и обещания. Как вы знаете, язык — это навык. Когда мы учим что-то новое, получаем знания, у нас в мозгу образуются так называемые neural pathways, или нейронные пути, или их еще называют нейронными связями. Они должны появиться. Без них вы ничего не выучите.
Чтобы эти нейронные связи появились, нужно время, нужна практика, нужно много упражняться, нужна мотивация, которая будет, собственно, вас заставлять открывать учебник и чего-то там делать. Например, когда вы изучаете язык, это новые звуки, это буквы, узнавать звуки нужно, особенно на слух. Только благодаря построению этих нейронных связей вы сможете вообще что-то вычленять из этого потока речи и переводить, интерпретировать его. Вот этот вот навык, он требует большого количества времени и усердной работы. Это нельзя speed up, ускорить, понимаете? То есть, когда вы читаете заголовок, что AI каким-то образом может это ускорить, это физиологически невозможно. Это пришлось бы вам тогда вскрывать черепную коробку и туда чего-то implant, какой-то чип или еще что-нибудь. Пока что мы это не делаем. Когда научимся, может быть. Поэтому никакой AI, так же как Duolingo сейчас, которое полностью перешло на AI, вам помочь ускорить этот процесс не может. Ну и исследования, которые в последние 3 года происходят, когда нам, собственно говоря, представили этот ChatGPT, они не подтверждают тот факт, что это время можно ускорить. Вот, то есть нет такой у нас информации. Хотя эмпирических наблюдений и исследований, экспериментов с людьми, с взрослыми, с детьми проводится очень много. Это правда, что AI предлагает нам упражнения, то есть shortcut, когда можно спросить чего-нибудь, такая очень быстрая, краткая информация, не требующая особого какого-то мышления. И где-то у ученика повышается мотивация, потому что он знает, что есть в любой момент 24/7 какой-то помощник, где можно какой-то мелкий вопрос спросить. Но сам вот этот вот процесс использования AI, он никаким образом не влияет не сокращает время, которое нужно, чтобы образовались у вас нейронные связи, и практику-то никто не отменял. Без нее, к сожалению, ничего невозможно. И результаты этих опытов показывают, что именно язык как средство для общения, коммуникативная компетенция студентов, которые пользуются AI, весьма ограничена. То есть никаких результатов или прыжков вперед AI не приносит. Практика, общение с реальными, живыми людьми – это то, как мы изучаем языки. По крайней мере, по состоянию на 2026 год. Почему так происходит? Многие ошибочно понимают, что изучение языка – это просто перевод или какие-то получение теоретических знаний. Это все на поверхности, это не то. Язык – это очень сложная структура, и в процесс изучения входят разные элементы, которые просто AI не в силах подменить, как-то заменить или ускорить. Вы также могли слышать, что чтобы научиться говорить, овладеть языком, у вас знания должны перейти в автоматический навык. А навык автоматизируется путем многократного повторения. Представьте себе, что вы какой-нибудь фигурист и едете на Олимпийские игры через неделю крутить тулупы и аксели тройные. Так вот, без практики вы, к сожалению, не сможете это сделать. Вы можете пользоваться AI, смотреть сколько хотите, обучающих видео. Можете смотреть Kirill the English сколько хотите. Но если вы не пойдете, не наденете коньки и не будете использовать те теоретические знания, которые вам Кирилл рассказал на YouTube или от кого-то вы их услышали, пощупали. Если вы не будете работать с тренером, который вас палкой, как говорится, покажет, куда по верному пути идти и куда не надо идти, результата не будет. Также и в изучении языков. Практика подразумевает использование языка в разных контекстах. То есть с друзьями, на работе, решить какую-то задачу, позвонить, узнать какую-то информацию. То есть, по сути, если мы так очень-очень упростим, что такое разговор на языке, общение устное, я сейчас имею в виду, это поиск информации и ответы на вопросы. То есть, если мы используем язык для того, чтобы получить не новую для нас информацию. Когда мы смотрим даже какое-то видео, мы это делаем с целью развлечь себя, то есть получить новую информацию, узнать последние сплетни. Кто замочил рабыню Изауру? Или, по-моему, не тот фильм. Ну, в общем, нам всегда хочется узнать что-то новое. Либо, наоборот, мы просто хотим поделиться этой информацией, которая у нас есть, поделиться каким-то мнением на основе того, что мы услышали, увидели. Это важная часть того, как мы используем язык. AI, языковые модели, так делать не могут. То есть, если мы будем придираться к названию, AI это неправильное название, потому что Artificial Intelligence, искусственный интеллект, он должен существовать автономно, без наших промптов. Ни одна языковая модель, Gemini, ChatGPT, Claude AI, Grok и так далее, не может
автономно мыслить без ваших промптов. Он ничего не может сделать. Даже если вы включаете вот этот вот разговорный мод, он вас приветствует и задает вам вопрос. То есть вы должны его направлять куда-то. Так сам он ничего не сделает. Как, например, человек живой, который говорит: а ну давай-ка мы сейчас позанимаемся. Ни один AI еще на данный момент такого делать не умеет. Также очень важно совершать ошибки. То есть как изучается язык. Вы разговариваете с человеком, когда у вас низкий, например, уровень владения языка, вы смотрите на реакцию, вы смотрите на невербальные средства коммуникации, как он закатывает глаза, он щурится, он переспрашивает, также переспрашиваете вы, понял ли вас человек, или когда вы не поняли спикера, вы ему задаете наводящие вопросы. Тем самым ваш мозг, когда возникает такая ситуация, он входит в такое состояние, что, так, все, надо что-то делать. И именно в эти минуты у вас начинают расти нейронные связи и образуются neural pathways. Без того, чтобы не сделать ошибку, как говорится, не обосраться, перед кем-то, не испугаться, процесса изучения не происходит. Вам нужно 30 тысяч раз эту ошибку сделать, суффикс S не поставить у третьего лица действующего числа в настоящем времени. Никакого эффекта не будет. Вам нужно упасть, когда вы крутите этот тройной тулуп, встать, поднять себя, еще раз упасть, поразмыслить, почему я падаю, может быть, там что-то нужно поменять. Фидбэк вам всегда дает учитель. Причем этот фидбэк, он здесь и сейчас. Вас учитель может пожалеть, родитель, неважно, он может дать вам слова напутственные. AI вас жалеет всегда. Great job, он говорит вам, даже несмотря на то, что вы сказали спасибо. То есть он не умеет считывать контекст, который здесь и сейчас. У него там паттерны, он прекрасно смотрит на паттерны и перерабатывает, что у него есть. Ну и плюс вся информация, половина, вернее, информации, он берет ее с Википедии, с форумов, мы знаем, кто там на форуме обсуждал какое-то правило, какие-то дилетанты. Вообще, может быть, это человек, который вообще не носитель языка, или человек, который хорошо говорит по-английски, но у него нет экспертной возможности, или у него нет должного образования или квалификации. Совершение ошибок, обратная связь, которая может быть предоставлена по любому запросу сейчас для вас, а также praise, это когда вас хвалят, подбадривают, или наоборот, надо полынью вас хорошенечко, так сказать, потому что вы забыли выучить 3 неправильные формы глагола, AI вам такого, к сожалению, сделать не сможет. Пока что, на данный момент. Не думайте, что AI или LLMs, языковые модели, это что-то такое плохое. No. Просто у них есть очень-очень много ограничений. И на данный момент AI это всего лишь еще один ресурс, очень, кстати, полезный ресурс, если вы умеете им пользоваться в изучении английского языка. То есть это очередной галицинский, прости господи, который вам предлагает какие-то упражнения. Тут полбеды, вам-то еще эти упражнения нужно делать. То есть вы можете посмотреть перевод какого-то слова. Как я упомянул ранее, искусственный интеллект AI очень хорошо узнает паттерны, то есть то, что я всегда проверяю в корпусе, вы это, кстати, можете проверять и в ChatGPT или в Gemini, он прекрасно с этим справляется, у него есть знания. Конечно, корпус ничего не заменит, там более глубже вы можете провести спектральный анализ, но, тем не менее, Quick Search, когда вам нужно узнать ответ на вопрос, нужен же здесь артикль или нет, ChatGPT, Gemini — это прекрасная возможность. То есть исправить какую-то ошибку на письме, написать очень такое стерильное предложение, в котором нет ни души, ни какой-то культурной составляющей, он может вам написать. А вот именно написать то, как это напишет человек, принимая во внимание социокультурную компетентность, знание культуры, как язык используется в обществе в том или ином, это может сделать только человек. И когда вы пишете вот именно вот эту всю глубину логического мышления, подсказать, как вам правильно выстроить мысль в вашем эссе, может только живой человек. То есть эмпирические наблюдения и опыты фиксируют дополнительные упражнения и дополнительные возможности, которые предоставляет AI, но они не фиксируют, по крайней мере на данный момент, убыстрение этого самого процесса. Язык любой — это социальный феномен. Мы стали говорить, потому что нам нужно информацией обмениваться было между собой. Это социальный процесс. Не заменяем живых людей на роботов, потому что роботы нам во всей красе не предоставят тот уровень фидбэк, который живой человек может дать. Откуда мы знаем, что мы учимся
от людей, от себе, так сказать, подобных учителей, родителей или старших, а не, например, когда вы перед нами экран ставите. Были проведены опыты младенцев в Америке. Пытались научить звукам Chinese Mandarin, чтобы они узнавали эти звуки. Были две группы. С одной группой занимались люди тет-а-тет, с глазу на глаз, как в классе, например. Другим младенцам просто показывали, либо давали послушать, либо там картинки какие-то бегали, они слушали. Ну, в общем, это было просто аудио с какого-то приемника или с какого-то экрана, например. Это все неслось. В результате те дети, с которыми занимались учителя непосредственно вот тет-а-тет, сейчас это может быть онлайн, неважно, но когда это был живой человек, дети все прекрасно изучили, выучили и стали узнавать. А те дети, которые просто что-то слушали с какого-то приемника или мультики или еще чего-нибудь, ничего в итоге у них не получилось этим детям передать, знаний у детей не было никаких. У AI нет знания культуры и контекста. Если вы вам конкретно вопрос зададите, если вы будете ковыряться в этом, то, может быть, вам повезет, и он вам даст ответ на ваш вопрос. Но так, чтобы предоставить фидбэк на основе вашей какой-то фразы, сказанной устно, он вам этого не сделает. Опять, это будет общая какая-то характеристика, фидбэк, который не будет персонализирован. Это он будет не лично для вас. Я думаю, вы читали сочинения, которые были полностью написаны искусственным интеллектом, и вы прям чувствуете, что не хватает чего-то, какой-то ни души нет, как-то написано стерильным языком, какими-то фразами, клише. Здесь нет, не чувствуется какое-то авторское слово, непонятно стиль автора. То есть выдержано все какое-то в одном очень строгом, очень чопорном стиле. Также вы и говорить научитесь, если будете постоянно беседовать с AI. Это даже на сегодняшний момент такой феномен. Некоторые ученые фиксируют, что мы, собственно, сейчас начинаем даже говорить как AI. Ну, поживем, увидим, что из этого получится. Ну и самое главное, что AI не имеет common sense. И эмоциями он тоже не обладает. Если вы начнете плакать или в голосе у вас какие-то будут ноты грусти, обычный человек это все прекрасно считывает, невербальные средства общения. Если он видит, например, вас, да, даже если по телефону мы можем понять, что-то случилось, what happened. AI вам всегда будет говорить, всегда будет на позитиве, ты молодец, даже если вы какую-то хрень сморозили. Когда появляется что-то новое, на это возлагаются огромные надежды. Но очень часто эти надежды не оправдываются. Поэтому не думайте, что если вы используете искусственный интеллект или языковые модели, например, Notebook-LM, миллион видео, он может то, и на дуде играть, и пирожки вам приготовит, и подкасты он сделает. Но если вы разберете качество этих подкастов, если вы послушаете, как общаются живые люди, какие well, you know what I mean, единицы лексические они используют, когда они спорят, когда вопрос не понимают, и сравните это с чем работает AI. Поэтому не стоит ошибочно полагать, что если вы делаете вот эти упражнения, то каким-то образом процесс изучения языка у вас пройдет быстрее. Я желаю всем отличных выходных. Пока.